Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик. Так вы увидите, когда на канале появляются новинки. На главной странице канала сверху справа, здесь вот вы увидите ссылки на различные площадки, где вы можете увидеть мои узорчики, мои видео. А также в разделе о канале, там тоже есть много ссылок. Заглядывайте, подписывайтесь, будем вязать вместе. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет, слова благодарности. Моя группа поддержки, вы большая-пребольшая, спасибо огромное. Я сегодня с вами свяжу вот такими вот ниточками, которыми мы уже вязали, очередной узорчик, так скажем, новиночку. Схемка узорчика, к сожалению, очень мутная. Я, как всегда, если найду хорошего качества, я в любую из платформ затем направлю схемку. А сегодня будем, так скажем, наблюдать за руками. Договорились? Ниточки, смотрите какие. Кто еще не вязал, кто еще не знает, кто первый раз увидел. Называются они Визель Rainbow Angora. Так. Цвет сразу же, кому интересно, будет 0,4. Так, чтобы вы записали, кому понравится цвет. Это такой меланжевый переход. Тут есть и беленький, и светло-розовенький, и темно-розовый, потом уже переходящий вот такой темно-темно-темно-бордово-розовый. В 100 граммах здесь 550 метров. 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и, смотрите, 60% акрил. Палитра у них большая, это не реклама, просто я решила попробовать эти ниточки, мне они понравились, поэтому я вам их и показываю. Далее, смотрите, нам советуют брать крючок, да, конечно, лучше всего секционная пряжа хорошо смотрится именно в спицах, но нам, крючковязам, тоже хочется попробовать повязать данной пряжей. Крючок здесь рекомендуют от 5 до 6, но я уже пробовала, вязала данную пряжу крючком номер 3. Мне понравилось. Смотрите, под свою плотность вязания, так, сфокусируйся, свою плотность вязания, смотрите, как вам удобнее, как вам комфортнее вязать. Если вы вяжете не этой пряжи, а какой-либо другой, точно так же берете, читаете аннотацию, что вам советует производитель. Договорились? Договорились. Ну что, свяжем. Так, смотрите, ниточку вы можете брать как снаружи, так и изнутри. Я сегодня взяла изнутри. Будем смотреть, как будет проходить переход цвета. Так, смотрите, ниточка сама по себе, если поближе посмотреть, она не сильно пушистая, да, но вот эти вот ворсиночки бывают новичкам мешают. Поэтому не берите сильно тоненький крючок, во-первых. И во-вторых, когда будете вязать, заранее считайте, сколько петелек, сколько у вас там будет столбиков и так далее. Потому что если хотите распустить, распускается очень сложно. Возможно, но сложно. Итак, по раппорту сегодняшнего узорчика раппорт будет равняться 10 петелькам. И я наберу, получается, 40 петелек и одну дополнительную, для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. Есть. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Далее уже по традиции, да, потому что смотрят много новичков, я сделаю вспомогательный ряд. Для того, чтобы новички не запутались в воздушных петельках, мы сделаем ряд столбиками с накидом, потому что столбиками мы точно не запутаемся. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5 петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5 петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. И в следующую петельку опять провязываем столбик с накидом. И так мы должны будем пройти весь ряд. Особенно новички, опытные мастерицы могут перемотать и приступать непосредственно к узорчику. А мы с новичками будем отрабатывать навык провязывания столбиков с накидом. Аккуратненько, медитативно. Вот таким вот образом. Считайте, сколько вы набрали воздушных петелек, столько должно получиться у вас столбиков с накидом. Ни больше, ни меньше. Вот. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти первые 3 петельки подъема, это тоже столбик, имитация столбика. То есть, смотрите, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Угу. Вот я провязываю до конца, чтобы у меня получился 41 столбик с накидом.
И здесь в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь мы точно не пропустим ни одну петельку. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в столбиках мы пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й столбик ныряем. Внимательно смотрите. Вытягиваем ниточку и ее сразу же протягиваем через петельку на крючке. Оп, называется соединительная петелька. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же в этот же столбик, верхушку этого столбика ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть как бы вот такой вот небольшой сделали вот веерочек, да? Далее что делаем? Накид. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5-й столбик вот ныряем. Провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 1 воздушная петелька. И сюда же опять ныряем и провязываем еще 1 столбик с накидом. И у нас получается вот такая вот как бы рогаточка. Вот точно так же, как мы, получается, делали в самом начале. Вот такая вот своеобразная рогаточка. Теперь будем повторять. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5-й нырнули, вытянули ниточку и ее же сразу же провязали через петельку на крючке. То есть соединительная петелька. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Угу. Вот у вас какая должна будет получаться картина. Далее точно так же пропускаем. Раз, два, три, 4 столбика пропускаем. В 5-й провязываем рогатку. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Понятно? И у вас получается идет такое вот чередование. Смотрите. Получается, ну как бы наполовинку рогатка, да, потом вот такой вот веерочек. Рогатка, веерочек, рогатка, дальше веерочек, рогатка, веерочек. И до конца ряда сколько у вас столбиков здесь набрано. Понятно? То есть вот такая вот должна получаться у вас картина. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот смотрите, мы провязали практически до конца наш ряд, как мы заканчиваем. Точно так же, как и начинали. 2 столбика с накидом. То есть смотрите, после вот этого вот нашего веерочка, да, пропускаем опять 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й это получается у нас 3 петельки подъема. То есть самую третью верхнюю петельку мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Все. Вот наш ряд закончен. Далее опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же опять верхушку этого же столбика, из которого мы только что сделали 3 петельки подъема, провязываем столбик с накидом. Все. То есть у нас начало ряда точно так же 2 столбика с накидом. Далее смотрите внимательно. Теперь мы что делаем? 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Далее, помните, мы делали, да, 3 столбика, и вот, и получается, как 4-й, у нас были 3 петельки подъема. Так вот, мы сейчас, получается, присоединяемся вот таким вот образом, как бы в арочку. Делаем соединительную петельку. Оп. Теперь 3 петельки подъема. Раз, два, 3. И опять же вот в эту арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом. То есть у нас опять такой вот интересный как бы веерочек формируется. Далее смотрите внимательно. Мы сразу же переключаемся вот в нашу рогатку. Помните, да, рогатка была? Мы сразу же проваливаемся вот в эту арочку и провязываем точно такую же рогатку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. То есть вот какая у вас должна будет получиться картина. Далее, после рогатки делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И опять делаем соединительную петельку вот в эту арочку. Да, вот наш веерочек. Раз, два, 3 столбика и 3 петельки подъема. Вот веерочек. Соединительную петельку. Есть. Присоединились. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3.
И в эту же арочку проваливаемся и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. То есть у вас получается, в принципе, все то же самое, что вы провязывали в предыдущем ряду, верно? Только, ну, как бы с небольшим изменением. То здесь мы в одну петельку делали, а здесь, получается, мы делаем в арочку наш веерочек. Все, не сложно, не сложно. То есть точно так же. Рогатка, веерочек, рогатка, веерочек, рогатка, веерочек. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречу. Так, смотрите, вот такая вот у нас красота вырисовывается. Как мы заканчиваем ряд? После последнего вот такого вот веерочка у нас должны быть, получается, вот такие же 2 столбика с накидом. То есть мы заканчиваем точно так же, как и начинали. Вот, смотрите, в последний столбик, а именно, получается, 3 петельки подъема, да? Беремся за третью петельку и провязываем 2 столбика с накидом. То есть начало и окончание нашего ряда будет одинаково, состоящий из 2 столбиков с накидом. Не сложно? Не сложно. Все, вот такая красота. Далее опять 3 петельки подъема, поворот. Сюда же, в этот же столбик, провязываете столбик с накидом. Так? И получается, теперь будете то же самое провязывать. То есть наш узорчик представляет собой всего лишь только один ряд. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять присоединяйтесь вот в эту арочку соединительной петелькой. 3 петельки подъема. Раз, два, три. И в арочку опять 3 столбика с накидом. Раз, два, три. После веерочка у вас сразу же идет рогатка. Помните, да? Вот рогатка в рогатку. Там, где у нас рогатки, всегда будут находиться рогатки. Все. Воздушная петелька. И еще один столбик с накидом. Понятно? То есть у вас, получается, узорчик состоит всего лишь из одного ряда. Все, несложно. Теперь вы провязываете точно так же, да? Веерочек, рогатка, обратно возвращаетесь, веерочек, рогатка. Все, несложно. Давайте увеличим наш образец в несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получается. Получится очень необычно, красиво, просто легко. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. И посмотрите, какая по итогу получается красота. Очень просто, очень легко, при этом не затейливо, да. Вот такие вот узорчики в последнее время я вам подбираю, чтобы не сильно сложные были, но в то же время смотрелись эффектно. Конечно, в секционной пряже смотрится по одному, да. Это может быть у вас переход секционной пряжи длинный, может быть короткий, то есть это нужно пробовать, да. Из любой пряжи можно сделать данный узорчик, будь то плотнее, будь то легче, будь то летний вариант, демисезонный, зимний. Обязательно пробуйте, обязательно вяжите. Очень легко. Смотрите, как я закончила ряд. То есть получается, будет же как бы веерочком таким, да? Что я сделала? Смотрите, там, где веерочек, то есть волнами, там, где веерочек, здесь у меня столбик без накида. Там, где рогатка, я так и сделала рогатку. Получается, чтобы мы выровняли, да? Тут, получается, низинка была, а тут, наоборот, волна. Так вот, там, где волна, столбик без накида, там, где низинка, сделала ту же самую рогатку. Между рогатками и, вот, получается, верхушечками веерочков здесь у меня по 3 воздушные петельки. И потом, получается, когда я обратно шла, просто там, где 3 воздушные петельки, 3 столбика. Там, где столбик, столбик. 3 воздушные петельки, значит, 3 столбика. В рогаточке, получается, за одну ножку столбик, за воздушную петельку столбик и за вторую ножку столбик. Все несложно, видите? Краешек ровный, точно так же, как здесь краешек ровный. Узорчик очень хорошо тянется, потому что много воздушных петелек. Это может быть палантин, так? Это может быть кофточка, кардиганчик, летний вариант, демисезонный вариант, да, шарфики, возможно, такие вот интересные легенькие снудики и так далее. То есть вариантов много. Я, как всегда, жду ваших комментариев. Давайте замерим. Я набирала 41 воздушную петельку. Если этой же пряжей, этой же крючком и этой же плотностью вязания, то это будет вот 19 сантиметров. А тут получается, смотрите, каждый получается веерочек, да, это один ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну и тут как бы начало 15, 16 и 17. Вяжется очень быстро. Попробуйте обязательно. Так, 17 рядочков. Это у нас 19 сантиметров. Смотрите, какая красота. Красота, красота. Несложно, несложно. Обязательно вам понравится. Итак, жду ваших комментариев. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты, нажимайте на плюсик. Я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в новых видео. На сегодня пока-пока. До встречи.